Здравствуйте. Мы с вами продолжаем занятия по курсу психологии, и наша тема сегодня продолжает то, о чем мы говорили на прошедших нескольких занятиях, которые были посвящены культурно-исторической теории развития психики Льва Семеновича Выгодского. И сегодня я хотела бы, чтобы мы с вами разобрали такой подход в отечественной психологии советского периода, который получил название теории деятельности. Теория деятельности, она развивалась в основном, да, таким автором, который, в общем-то, вот прицельно занимался этой проблемой. Это Алексей Николаевич Леонтьев, наш отечественный психолог советского периода, такой вот как бы глава школы Выгодского, вот когда уже в начале 30-х, так сказать, Выгодского самого не стало. И как раз вот с 30-х годов начинается активное развитие вот этого деятельностного подхода в психологии, который сейчас, в общем-то, к настоящему времени действительно показал свою, так сказать, и теоретическую, так сказать, мощь, свой теоретический потенциал, но и, кроме того, в общем-то, дал возможность развитию целого ряда отраслей практики, которые действительно оказались очень полезными. И вот в настоящее время, в общем-то, да, вот культурно-историческая теория развития психики, она перерастает в то, что уже сейчас называют культурно-исторический деятельностный подход в психологии. Вот так вот достаточно длинно, то есть это вот получается такое объединение теории развития, которую, так сказать, которым занимался значит, Лев Семенович Выгодский, да, и, собственно говоря, вот попытка понять человеческую деятельность, ее строение, ее структуру и функционирование, и вот то, что, собственно говоря, осуществил Алексей Николаевич Леонтьев. Он долгое время был деканом психологического факультета МГУ, то есть вот такая вот очень значимая фигура в нашей отечественной психологии. И если говорить о том, вот какие как бы основания, да, можно упомянуть, да, в связи с развитием деятельностного подхода, то это, конечно, в общем-то, вот вся та же классическая немецкая философия. И, кроме того, вообще, так сказать, вот такие, так сказать, философские разработки. И, кроме того, довольно значимой такой вот фигурой в развитии деятельностного подхода и, так сказать, во времена Леонтьева, и после, так сказать, него, да, они были связаны, например, с таким выдающимся отечественным мыслителем, православным священником, отцом Павлом Флоренским. Как раз вот отец Павел Флоренский говорил о том, что деятельность – это такая удивительная категория, которую, наверное, довольно сложно описать и определить сугубо рациональными методами, сугубо рациональными терминами. Почему? Потому что деятельность, она, в общем-то, почти всегда несет в себе что-то новое. То есть это некоторое, так сказать, творчество, порождение чего-то нового. И в связи с этим, конечно, вот есть такой момент, элемент непредсказуемости в любой деятельности, да, вот какой-то такой свободы, и поэтому, в общем-то, действительно ее определить как бы рациональными такими, да, позитивистскими как бы, да, вот методами достаточно сложно. И, в общем-то, действительно здесь привлекались там и диалектическая логика, да, как бы и вот диалектика разнообразная, да, и гегелевская, и другие, значит, вот философские направления. И вот то, как Леонтьев описывает саму вот эту деятельность, да, вот что такое деятельность, как она возникает, какова ее структура, вот на этом мы давайте сейчас и остановимся. Надо сказать, что любая деятельность имеет определенные движущие силы. И как движущая сила деятельности выступает мотив. И каждый мотив, он, в общем-то, соотносится и, так сказать, развивается на основе некоторой потребности. Вот на предыдущих занятиях мы с вами говорили о том, что одна из наиболее таких известных иерархий потребностей
была разработана в рамках гуманистического подхода в психологии Абрахамом Маслоу, американским психологом. Там как бы речь шла о том, что вот есть определенная такая иерархия от базовых биологических потребностей вверх к потребностям, связанным с развитием человеческой личности, в частности, с самоактуализацией. Если говорить о некотором понимании, да, потребностей, как они вот виделись, да, Алексеем Николаевичем Леонтьевым, то здесь, в общем-то, важно отметить то, что потребности можно было бы подразделить на биологические и социальные потребности. Да? То есть вот понятное дело, что у каждого человека есть потребности биологического плана, да, это все, что связано, вот опять же, да, там с пищей, питьем, так сказать, да, дыханием, движением, сном и так далее, да, то, без чего, собственно говоря, наш организм существовать не может, да, он перестает просто жить. Но вот как бы, безусловно, в школе Выгодского, да, и, в общем-то, Алексей Николаевич Леонтьев, ее продолжатель, основной акцент делается, конечно, на социальных потребностях человека. Вот я напоминаю о том, что утверждается, что человек с самого начала, с самого своего рождения существо такое социальное, социально ориентированное, без общества оно, так сказать, это существо человеком не становится. И Леонтьеву принадлежит, в общем-то, такое представление о личности, к которому мы с вами еще вернемся через некоторое количество уроков, когда будем обсуждать некоторые важные представления христианской антропологии о личности в связи с тем, что говорится о личности в психологии. Так вот, Леонтьев говорил следующее, да, что личность человеческая, да, это, в общем-то, действительно некое такое средоточие, да, вот всех ее, так сказать, этой личности социальных, так сказать, вот приобретений, да, которые были, так сказать, осуществлены по ходу развития. И личность — это некая такая действительно интеграция всего социального опыта личности, да, вот ее воспитания, ее подготовки, ее обучения. И в процессе вот жизни личности, формирования личности возникает, постепенно формируется та или иная иерархия мотивов, которая лежит в основе наших деятельностей. Вот давайте остановимся на том, каким образом взаимосвязаны между собой потребности и мотивы. Итак, у человека есть целый ряд потребностей, не только, так сказать, биологического плана, но и потребности социального плана. Это и потребность, вот, так сказать, в общении, это и потребность в каком-то социально полезном, так сказать, действии, да, то есть как бы целый ряд вот таких социально ориентированных потребностей. У человека, да, в процессе его жизни те потребности, которые у него возникают, они приводит к тому, что возникает у человека как бы некоторая повышенная активность, пока еще не деятельность, но именно активность, которая имеет некоторый такой вот поисковый характер. То есть фактически по сути дела происходит следующее. Вот эта потребность ищет в процессе развития человека, она ищет некоторый предмет своего удовлетворения. И когда она находит предмет своего удовлетворения, тогда эта потребность превращается в мотив. То есть вот потребностное состояние, да, вот оно, так сказать, провоцирует такую вот активизацию у человека, да, поиск возможности удовлетворения этой потребности. И вот, соответственно, так сказать, процессе вот этого как бы запечатления, что ли, да, такого своеобразного импринтинга, в процессе вот этого запечатления происходит формирование мотива. Да? То есть мотив — это что? Мотив в рамках представления Алексея Николаевича Леонтьева — это предмет потребности. Это то, что возникает после того, как потребность опредметилась. В данном случае вот слово «опредмечивание» — это, в общем-то, термин. Это термин, значит, вот такой марксистской философии. И вот как бы некоторая наша активность, она обретает свой предмет, упредмечивается, да, и вот Леонтьев говорит о том, что мотив — это предмет потребности.
В процессе своей жизни человек опредмечивает множество своих потребностей. И вот если мы вернемся, скажем, да, к тому примеру, о котором мы говорили в связи с Абрахамом Маслоу и вот этой потребностью в самоактуализации, то как бы на языке теории деятельности Леонтьева это бы звучало как? Вот если вы помните, мы говорили о значит, таком детском опыте маленького Чарли Чаплина, который должен был вместо своей заболевшей мамы выступать на сцене, когда ему было еще примерно около 6 лет. И он действительно почувствовал удивительный контакт вот с аудиторией, да, вот такой отклик эмоциональный на те действия, которые он осуществлял на этой сцене, да, а он, так сказать, пел, читал стихи, танцевал. Это все очень понравилось публике. И вот у него возникло, говоря языком Леонтьева, то есть, как бы говоря языком Абрахама Маслоу, возникло пиковое переживание или экстатическое переживание, которое, в общем-то, дало ему некоторое такое указание на то, что его путь именно на сцену. Если говорить об этом же, так сказать, эпизоде на языке теории деятельности, то мы можем говорить о том, что происходит, да, вот это вот опредмечивание потребности. Потребности как-то вот общаться с людьми, каким-то образом себя проявлять, да, вот такая социально ориентированная потребность, и в данном случае она опредмечивается вот в этой деятельности, которая связана со сценической деятельностью, с эстрадой, с выступлением и так далее. Да. И вот действительно довольно рано Чарли Чаплин уже начал профессионализироваться, да, вот в этой вот самой актерской профессии, а впоследствии, как мы с вами знаем, да, там была и режиссура, и музыкальная композиция, и, так сказать, понятное дело, актерское дело осталось, так сказать, его делом, в общем-то, всю его жизнь. И вот это вот опредмечивание потребности, да, это такой своеобразный, действительно, очень важный, да, эпизод, очень важное переживание человека, когда он испытывает какие-то действительно очень важные позитивные эмоции, и это сопровождает вот этот вот процесс опредмечивания. Да, это все вместе как бы формирует вот это вот удивительное образование, которое было названо мотивом. Вообще, если переводить слово «мотив», то мотив – это двигатель. Вот, в частности, если мы рассмотрим такое слово, как локомотив, да, так сказать, вот паровоз, да, или какие-то современные электрические, так сказать, локомотивы, это вот действительно движущая часть какого-то состава на железной дороге, скажем, поезда. И вот аналогично здесь мотив выступает именно двигателем деятельности. И, значит, вот это вот наиболее такая как бы высокая часть вот этой вот иерархической структуры деятельности, которую разработал Алексей Николаевич Леонтьев. И как бы если мы будем спускаться на какие-то более конкретные уровни, то мы будем говорить следующее, что как бы деятельность, да, она состоит из определенных частей. Она состоит из действий. И действия, которые, так сказать, организуются в деятельность, да, они как бы исполняются в соответствии с определенной целью. С определенной целью. То есть, значит, вот действие, так сказать, человеческое, да, оно как бы является исполнением определенной цели, да, достижением определенной цели. А что такое цель? Да, что такое цель? Это та как бы единица в рамках структуры деятельности, которая взаимосвязана с мотивом, но в данном случае это как бы некий такой мотив, который связан с некоторым определенным, так сказать, с некоторым определенным образом, да, достижения результата, какого-то частного результата в рамках данной деятельности в целом. Да? И фактически что такое цель? Да? Цель – это образ результата действия. Да? То есть вот у человека есть некоторый образ, некоторое представление о том, что он хотел бы получить в результате той или иной своей активности, того или иного своего действия. И, значит, вот действие должно исполнять и приводить, так сказать, в соответствие вот этот образ результата и, собственно говоря, реальный результат
так сказать, достижения той цели, да, которая была поставлена. В данном случае речь идет о том, что цель это как бы все-таки осознаваемая часть. Вот мы сейчас будем говорить о месте сознания вот во всей этой структуре. Цель это, в общем-то, преимущественно осознаваемая, так сказать, часть деятельности. И человек, да, как бы имеет вот этот вот образ, так сказать, результата, потребного для него результата и, соответственно, осуществляет то или иное действие. Надо сказать, что разработка структуры деятельности Алексея Николаевича Леонтьева, она очень тесно связана с некоторыми очень важными продвижениями, в частности, в отечественной физиологии. Почему? Потому что, конечно, вот мы с вами существа душевно-телесные, да, духовно-душевно-телесные, и, в общем-то, действительно, вот этот вот как бы телесный, да, физиологический уровень мы, так сказать, устранить из психологии не можем. И здесь речь идет о том, что в отечественной физиологии были как бы две такие выдающиеся разработки, которые каждая по-своему ввели в, так сказать, физиологию, уже граничащую с психологией, понятие обратной связи. Я думаю, всем нам известны, так сказать, какие-то представления там о кибернетике, да, вот Норберта Виннера, допустим, те представления о кибернетике, которые, в общем-то, лежат в основе вот всех этих современных, да, компьютеров, всевозможных гаджетов и так далее, и так далее. И если говорить о физиологии, то как раз вот в, так сказать, первой половине XX века, да, и в середине XX века были очень существенные сдвиги именно в области физиологии. Почему? Потому что на кибернетику, так сказать, да, вот на ее создание, в общем-то, действительно натолкнули вот эти вот явления обратной связи в живых системах, то есть в живых организмах. И речь идет о том, что вот эти две разработки, одна из них принадлежала Петру Кузьмичу Анохину и его, так сказать, вот коллегам, другая принадлежала Александру Николаевичу Бернштейну. И каждая из этих физиологических систем, вот в частности разработка Николая Бернштейна, она как бы содержала в себе то, что было названо у него моделью потребного будущего. То есть у каждого живого организма есть некоторая модель потребного будущего. То есть, допустим, да, животное, которое, скажем, хищник, да, выходит на охоту, вот некая такая модель потребного будущего, это вот, скажем, у него уже опредметились его потребности этого животного. Допустим, это животное охотится, ну, допустим, там на антилоп в, скажем, африканской саванне, да, или там, допустим, волки, да, в нашей полосе, да, охотятся на, так сказать, каких-то других животных, да, скажем, там на зайцев, или еще на каких-либо животных. То есть есть некоторая, так сказать, модель потребного будущего. Да? Значит, надо, вот, скажем, да, на охоте поймать некое животное. Скажем, если говорить о, так сказать, такой вот зоологии. Да? Если говорить о человеческой психологии, то, в общем-то, в процессе человеческой деятельности нам действительно нужно достигать каких-то определенных целей, так сказать, для этого осуществлять определенные действия. И вот как бы что очень важно, да, у нас есть модель потребного будущего. Вот, скажем, если мы здесь приведем в пример такую идею, да, или модель кольцевой регуляции действия, которая была разработана Николаем Бернштейном. Помимо модели потребного будущего, там есть еще некоторый такой механизм сличения. Да? То есть вот у нас есть модель потребного будущего, она запускает определенное действие, определенную активность. И дальше очень важно, какая идет обратная связь. А обратная связь, она связана с тем, что происходит некоторое сличение того, что достигнуто нами, да, что реально получилось, и какая была, так сказать, заложена вот эта модель потребного будущего. То есть что, так сказать, вот представлялось, да, этим живым существом, скажем, человеком, в качестве некоторой, так сказать, вот этой цели, да, в некоторого образа результата.
да, образа результата, которого нужно достичь. Если у нас оказывается, что имеется расхождение между вот этим образом результата и реально достигнутым результатом, то вот этот механизм сличения, он сигнализирует о расхождении, и тогда, так сказать, вот эта кольцевая структура запускается заново. То есть человек, скажем, да, ну и, так сказать, другие живые существа продолжают осуществлять действия до тех пор, пока цель не будет достигнута. То есть до тех пор, пока не будет достигнуто совпадение вот этого образа результата действия и, так сказать, реального результата действия. Да? То есть вот идея вот она такая. Да? То есть сюда включаются, безусловно, уже вот такие исполнительные механизмы наших действий, да, которые связаны с обратной связью. И ее учетом, так сказать, и в зависимости от характера обратной связи, либо действие достигло цели, и тогда оно заканчивается, либо это действие продолжается до того момента, когда будет этот результат достигнут. Итак, значит, вот как бы есть вот вторая такая, да, пара вот в этой иерархической структуре деятельности. Это как бы цель и соответствующие ей действия. Да? И вот опять же из совокупности действий, управляемых определенными целями, состоит наша деятельность. И в иерархическую структуру деятельности также входят как бы еще более такие вот исполнительные, да, компоненты, еще более связанные, в общем-то, действительно с психофизиологическими функциями, которые, собственно говоря, обеспечивают наши действия. И здесь речь идет о том, что есть еще одна пара понятий, да, которая связана с задачей и, так сказать, операцией, да, или операциями, которые осуществляются в соответствии с этой задачей. Вот мы с вами говорили о паре цель и действие. И как бы здесь, как бы еще больше конкретизируя, да, то, что происходит в рамках деятельности, мы должны сказать, что задача, да, это фактически цель, данная или заданная в определенных условиях, которые, понятное дело, диктуют какие-то конкретные формы выполнения вот этого действия. И тогда мы видим, что задача как цель, данная в определенных условиях, у нас соотносится с операцией или операциями, которые, собственно говоря, и, так сказать, вот приводят, да, к достижению определенной цели действия. И сами операции, они уже как бы обеспечиваются тем, что в, так сказать, представлениях о структуре деятельности Алексея Николаевича Леонтьева было названо, так сказать, психофизиологическое обеспечение нашей деятельности. Да? То есть вот то, что, так сказать, мы сейчас с вами, скажем, бодрствуем, то, что мы с вами воспринимаем определенные слова, как бы складываем их в определенные концепции, да, это, скажем, то, что обеспечивается нейрофизиологическими, так сказать, механизмами, которые обеспечивают наши действия. В данном случае это вот учебные действия, которые вот, значит, входят в структуру нашей с вами, вот в данном случае, такой учебной деятельности. Значит, вот у нас такая иерархическая структура деятельности. И что, наверное, важно здесь отметить? Важно отметить, что, безусловно, здесь очень важные факторы осуществления и регуляции, да, вот этой деятельности, они связаны с тем, во-первых, да, как, так сказать, вот, соотносятся наше сознание и наши неосознаваемые процессы, и как соотносятся, каким образом управляется вот вся вот эта система. И здесь как раз вот об этом нужно обязательно сказать. Значит, если говорить о сознании, да, вот в целом, да, если мы говорим о деятельности или о системе деятельности, то есть в жизни каждого человека, в жизнедеятельности каждого человека, в общем-то, имеет место множество различных деятельностей. Допустим, вот сейчас у нас с вами происходит учебная деятельность. Да? Я выступаю как преподаватель, вы выступаете как студенты, слушатели, вот, учащиеся, да? Обучающиеся. Вот другие наши деятельности, да, как бы могут быть самыми разнообразными. Да? Это деятельность, допустим, по уходу за ребенком, деятельность как
как бы по воспитанию ребенка, да, деятельность по уходу, допустим, за пожилыми как бы болящими, там, так сказать, членами нашей семьи, или там деятельность какого-то, так сказать, просветительского плана ваша, да, допустим, в рамках воскресной школы или еще какая-то, да, деятельность там, я не знаю, по обеспечению какого-то домашнего обихода, то есть масса разных деятельностей. И очень важно отметить то, что эти деятельности соответствуют своим мотивам, и эти мотивы образуют фактически некоторую иерархию. То есть какие-то мотивы и какие-то деятельности с ними связанные являются для нас ведущими, являются для нас важными, значимыми, ведущими, так сказать, вот доминирующими, и они, так сказать, находятся в некотором, так сказать, вот таком высшем, так сказать, положении, да, наверху вот этой иерархии. И вот важно, наверное, отметить, да, что вот эти мотивы, да, они могут быть разной степени осознанности. То есть вот мы не всегда на самом деле четко осознаем, каким образом у нас та или иная потребность опредметилась. Вот просто это как бы сопровождалось когда-то какими-то нашими позитивными или негативными, да, эмоциональными переживаниями, и это каким-то образом закрепилось. И в рамках вот деятельностного подхода говорится о том, что мотивы бывают следующих как бы видов. Бывают мотивы осознанные, бывают мотивы неосознанные и бывают мотивы неправильно осознанные. И вот как раз я приведу пример как раз из одной из статей Алексея Николаевича Леонтьева, которая, так сказать, эта статья, да, в ней есть определенная часть, эпизод, когда речь идет именно о неправильном осознавании мотивов. И это имеет как раз прямое отношение к практике. Значит, если говорить о, так сказать, месте сознания вот во всей этой системе, давайте попробуем для простоты взять тот случай, когда у нас, скажем, мотив данной конкретной деятельности осознан. То, так сказать, здесь еще нужно ввести то, что связано с осознаванием или неосознаванием тех или иных компонентов нашей деятельности. Надо говорить следующее, да, что все-таки действие, да, оно управляется как бы осознаваемым результатом, осознаваемым образом определенного результата, которого надо достичь. Но как бы есть еще такие неосознаваемые процессы, которые, в общем-то, связаны просто с механизмами обеспечения вот этих наших действий, да, с психофизиологическими механизмами. Так же, как мы, скажем, не осознаем, допустим, как мы дышим, да, или как происходит там газообмен в легких, или каким образом конкретно мы управляем, допустим, рукой для того, чтобы, вот, допустим, прикоснуться к уголку вот этого компьютера, если, допустим, мне надо его поправить. Да? То есть мы не осознаем преимущественно, вот, так сказать, совершенно точно, да, вот эти вот психофизиологические, нейрофизиологические механизмы, обеспечивающие наши действия и операции. И вот преимущественно наши операции, они являются слабо осознаваемыми или неосознанными, или неосознаваемыми. Но это уже, что называется, такой технический момент, да, связанный с автоматизацией. И здесь очень хорошим примером может послужить то, что связано с, скажем, некоторыми нашими автоматическими, так сказать, действиями. Да? Допустим, в школе или, может быть, немножко раньше дети учатся писать. И, скажем, вот когда они учатся писать отдельные буквы, то, в общем-то, для них каждая буква выступает как бы предметом действия. Вот буковка как бы А, вот буковка У, вот какая-то трудная буковка Ща, да, как бы вот когда детишки на первых порах, так сказать, осваивают вот эти вот премудрости, связанные с правописанием букв, да, для них эти буквы выступают как действия. По мере же автоматизации навыка письма, вот написание букв все больше и больше становится операцией, это все больше и больше становится автоматизмом. И люди, так сказать, взрослые, да, и уже на самом деле дети на стадии обучения в средней школе, они, в общем-то, уже слабо осознают, как они конкретно пишут эти буквы, потому что какой-то почерк у них уже сформировался, и какие-то автоматизмы уже есть. То есть вот здесь речь идет о том, что наше сознание, да,
оно как бы оставляет на, так сказать, попечение, да, вот этих психофизиологических механизмов вот то, как осуществляется это действие, когда это действие уже отработано, да, когда оно уже стало операцией, да, эта операция автоматизирована. И вот я хотела сказать о том, как еще, так сказать, регулируется деятельность, да, вот в рамках представлений о значит, теории деятельности, в рамках представлений о структуре деятельности Леонтьева. Здесь, наверное, нужно остановиться на таком эпизоде, да, который описывает в одной из своих статей об эмоциях, да, как раз Алексей Николаевич Леонтьев. Здесь что мы можем упомянуть? Да? Прежде всего, эмоция, да, она определяется как некоторое такое субъективное отражение наших потребностей. Да? Вот у еще одного замечательного психолога советского времени, Сергея Леонидовича Рубинштейна, есть очень простая и емкая формулировка определения того, что такое эмоция. Эмоция – это субъективная форма существования потребности. То есть эмоции фактически сигнализируют нам о наших потребностях. Так вот, значит, Алексей Николаевич Леонтьев, так сказать, в статье об эмоциях, поясняя о том, как эмоции функционируют, какова их роль в деятельности, он приводит следующий случай из собственной биографии. Это как раз имеет прямое отношение к тому, как мы можем лучше осознавать и уточнять свои мотивы. В данном конкретном случае ситуация такая. Леонтьев останавливается на одном эпизоде своей жизни, который связан был с научным исследованием, которое проводилось группой коллег. И, значит, это исследование было закончено, и о нем надо было сделать доклад на научной конференции. Доклад был сделан коллегой Леонтьева. Доклад прошел очень успешно, так сказать, были очень, так сказать, позитивные отзывы от слушателей, так сказать, на этой конференции, от участников конференции. И вот, казалось бы, да, так сказать, какая-то тема проработана, какое-то важное большое исследование, так сказать, завершено. Результат представлен на конференции и, в общем-то, действительно получил позитивный отклик этой самой научной общественности. Да? Значит, вот Алексей Николаевич Леонтьев рассказывает, так сказать, в этой статье о том, как он себя чувствует в эмоциональном плане после этого, так сказать, дня. И как раз он описывает то, что вечером, останавливаясь вниманием своим на своем, так сказать, эмоциональном переживании, да, на своих эмоциональных, так сказать, каких-то таких переживаниях, которые он сейчас испытывает, он немножко удивляется тому, что, казалось бы, да, все замечательно, исследование закончено, результат положительный, на конференции, так сказать, представлены, отклики хорошие, все замечательно, чудесно. Почему же как-то есть какой-то оттенок не только удовлетворенности тем, что была завершена эта работа, но еще и какая-то неудовлетворенность, какие-то, так сказать, элементы отрицательных эмоций. И углубившись в этот самоанализ, да, этот ученый обнаруживает, что, по-видимому, эти какие-то негативные оттенки в его эмоциях были связаны просто-напросто с тем, что он не очень хорошо сам осознавал мотивацию собственной этой научной деятельности. А именно, да, и у него немножко, так сказать, вызывало неудовлетворенность то, что доклад по результатам этого исследования делал его коллега, а не он сам. То есть эти аплодисменты, да, и какие-то позитивные отзывы не достались ему напрямую лично, так сказать, когда он делает доклад. И это как раз привело его к тому, что в процессе, да, понимания собственных, так сказать, мотивов, да, осознания собственных мотивов деятельности, да, у него не было достаточной полноты и ясности, потому что эти мотивы честолюбия, он как-то их, в общем-то, не учитывал. Да?
не осознавал. А оказывается, вот они имеют место. Таким образом, действительно, вот это вот представление о строении деятельности, да, оно может быть полезным для того, чтобы, так сказать, лучше осознавать свои мотивы, да, для того, чтобы как бы, может быть, да, даже и рассматривать какую-то иерархию своих мотивов, пытаться давать им некоторую оценку, вот устанавливать взаимосвязи между целями, которые человек исполняет, и, собственно, теми мотивами, на которые, так сказать, эти цели должны работать, и так далее, и так далее. То есть действительно вот такая очень интересная разработка в рамках отечественной психологии, которая дала жизнь, да, целому ряду важнейших на самом деле, да, для нашей страны вот, разработок. Почему? Потому что вот эта структура деятельности на самом деле дальше разрабатывалась, дальше использовалась и в, так сказать, том, что касается такой сферы, как инженерная психология. А инженерная психология была крайне полезна, допустим, да, в той сфере, которая связана с космонавтикой, вот как бы, да, вот то, в чем мы были первыми в мире, да, с созданием каких-то сложных человеко-машинных систем, допустим, каких-то там атомных станций или каких-то других сложных человеко-машинных систем и так далее, и так далее. То есть вот модель структуры деятельности, она здесь использовалась и нашла практическое приложение. Кроме того, вот мы в дальнейшем будем с вами говорить о том, что один из, так сказать, коллег, да, вот недавно праздновали 120-летие со дня рождения этого как бы сподвижника, да, и тоже, так сказать, представителя, значит, культурно-деятельностного подхода в психологии, это Петр Яковлевич Гальперин. Он предложил свою разработку в области уже педагогической психологии, когда он разработал, опираясь на структуру деятельности, о которой мы сейчас говорили, когда он разработал, скажем, теорию поэтапного формирования умственных действий, которая уже, так сказать, вот могла быть использована и используется в ряде, так сказать, педагогических ситуаций при необходимости отработки каких-то действий, при необходимости формирования каких-то знаний. И, в общем-то, действительно показала свою очень, так сказать, серьезную продуктивность, да, и эффективность. Вот то, что я бы, наверное, вам хотела сказать в связи с представлениями, да, о структуре деятельности, с деятельностным подходом. И мы еще в дальнейшем будем с вами возвращаться к этим идеям, когда будем говорить о том, вот, как, так сказать, описывается, опять же, да, в отечественной психологии направленность личности, да, она тесным образом связана с иерархией мотивов, но это, в общем-то, действительно предмет наших с вами дальнейших занятий и следующих тем для нашего рассмотрения. На этом мы сегодняшний урок с вами заканчиваем и теперь будем отвечать на вопросы. А теперь вопрос.